Внимание, срочные новости! Уже в 2021 году компания G&G сделали переходник, с помощью которого вы можете подключить аккумуляторы с разъемом мини-Tamiya к вашему приводу с T-коннектором. На этом, пожалуй, можно и закончить. Ладно, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск новостей из мира страйкбола. Поехали! Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Так как это крайний перед страйконом выпуск новостей, то мы будем традиционно наблюдать за народной забавой российских производителей пиротехники. Кто круче выкатит новинку. И похоже, в этот раз будет жара. В прошлый раз мы начинали со StrikeArt, поэтому в этот раз начнем с Tagin. Если еще 2 недели назад казалось, что Tagin очень сильно просели по новинкам, то в этот раз, похоже, они реабилитируются с лихвой. Начнем все по порядку. Во-первых, Tagin выкатили новую линейку выстрелов, которая называется Kick Charge. Это вышибные выстрелы для страйкбольного подствольника с ударной инициацией. Калибр 36 мм. Как можно рассмотреть по материалам, которые сейчас доступны, линейка будет состоять из 4 выстрелов. Это выстрел с 5-секундной задержкой, аналогичный выстрел с двойной инициацией, то есть задержка и ударная инициация, дымовой выстрел и новый бюджетный выстрел с 3,5-секундной задержкой Hornet, что переводится как шершень. Из подробностей, которые получилось выпытать до релиза, вес выстрела шершень всего 20 грамм, дальность полета при этом 140 метров, а ценник будет в районе 150-160 рублей. Остальные же выстрелы, в зависимости от пускового устройства, которое вы будете использовать, прицельно летят на дистанцию от 160 до 200 метров. Ценник на эти выстрелы пока не называют, но смею предположить, что стоить они будут примерно как вышибные выстрелы для TAG-35. Для стрельбы новыми выстрелами таги сделали свои механические гильзы с ударной инициацией. Называются Kick Shell. Они подходят ко всем натовским страйкбольным гранатометам и не требуют для работы ни газа, ни электричества, то есть только механика. Помимо гильз, с помощью которых вы можете стрелять из различных сторонних гранатометов, был доработан собственный таговский гранатомет ML36. Изменения коснулись узла инициации, то есть газовый узел был изменен на ударный, и прицельных приспособлений, рассчитанных на работу с новыми выстрелами. Насколько я понимаю, будут продаваться как уже готовые гранатометы, так и киты для переделки существующих. Таги наконец сделали дымы с активной скобой, которые внешне копируют натовские дымы МК-18. Заявленная масса дымовой смеси 100 грамм. Ну и как всегда можно отметить высокую степень копийности изделия. И самое неожиданное для тагов новинка. Это комплект модернизации миномета от StrikeArt «Пламя» и его 50-мм аналогов со свечой накала для стрельбы минометными выстрелами таг. А если вы помните, то минометные выстрелы таг в их вышибной версии летят прицельно на 250 метров. То есть владельцы минометов «Пламя» от StrikeArt могут существенно увеличить свою эффективность. Насколько я смог понять, комплект состоит из какой-то вставки в ствол и механических прицельных, рассчитанных на стрельбу выстрелами таг. Других подробностей таги пока не говорят, сославшись на то, что перед страйконом должно выйти какое-то видео про все эти новинки. На страйконе, кстати, все эти новинки можно будет посмотреть. С тагами все понятно, что там у StrikeArt. В целом, все новинки от StrikeArt мы перечислили в прошлом видео, но сейчас будут некоторые подробности. Например, стало известно, что ценник на новую бюджетную гранату Pioneer в пластиковом круглом корпусе действительно будет от 70 рублей. И за эти деньги мы получаем защищенную от влаги сертифицированную страйкбольную гранату в пластиковом корпусе, еще и с тихой инициацией. Тут даже егерь уже не выдерживает конкуренцию, не говоря уже про несертифицированные и псевдосертифицированные аналоги. Страйкбольный подствольник AK-Style уже поступил в продажу в страйкбольные магазины и в магазины сертифицированной страйкбольной пиротехники. Например, в магазин Бабахи он уже приехал и доступен к заказу. Из фишек новинки можно отметить прочную конструкцию. Например, он точно прочнее, чем АК от ЦИМа. Корпус AK-Style выполнен из особо прочного пластика. Спуск стальной. Пока в продаже есть только версии под тюльпан и чекист, но в будущем также появится версия для стрельбы новыми выстрелами москит. Появились подробности про страйкбольную версию гранатомета Кастет. По сути, это AK-Style, но в варианте самостоятельного гранатомета, который уже не поставить на привод, но можно использовать автономно. Рамка, приклад и прицельные приспособления стальные. Приклад регулируется по длине. Прицельные приспособления складные. Запуск продаж запланирован уже на февраль. Заявленный ценник 11 тысяч рублей за версию под выстрелы тюльпан и 12 600 рублей за версию под выстрелы чекист. Летом 2021 года темная сторона наконец получит страйкбольный гранатомет АТ-4.
Обещанный ценник обещают в районе 25 тысяч рублей, так что уже сейчас можно начинать копить. Производителем было принято решение, что новый гранатомет будет стрелять новыми выстрелами «Москит». Как вы заметили, у новинки будет сразу 3 рабочих ствола, за счет чего гранатомет может стрелять как по одному выстрелу, так и сразу 3 залпом с задержкой между пусками в 2 секунды. Стенда StrikeArt на этом страйконе, к сожалению, не будет, так что новинки мы тоже посмотреть не сможем. Кстати, о страйконе. Напоминаю, что выставка StrikeCon в этом году состоится 13 февраля в Москве в том же самом месте, что и в прошлый раз. Ссылку я оставил в описании. А буквально через пару недель, с 5 по 7 марта, организаторы StrikeCon, то есть мастерская группа Stratec, планируют еще одно большое приключение для любителей активного отдыха и страйкбола. В Гудермесе на территории Российского университета спецназа. Планируется игра в страйкбол в разных локациях от живописного леса до коттеджного поселка и большого тактического города. Обычно на этих локациях сотрудники реальных спецподразделений повышают свои навыки. Перемещение между локациями будет происходить на бронемашинах. Жить предполагается в современном военном палаточном городке с кондиционерами и отоплением. Желающие также смогут спрыгнуть с парашюта, прокатиться на багги, пройти курсы высотной или медицинской подготовки. Все ссылки я оставил в описании. Российская мастерская Шталь Airsoft продолжает работу над АЕК-версией пистолет-пулемета ПП-2000. Финальная версия корпусов и внутренних деталей будут готовы уже в феврале и можно приступать к сборке. По текущим оценкам, стоимость серийной версии продукта будет в районе 25-28 тысяч рублей. А еще мастерская намекнула, что думают над возможностью сделать страйкбольную версию пистолета ГШ-18. Напоминаю, что такой пистолет в страйкбольном варианте пока еще никто не сделал. Компания Ars Arma, проанализировав опыт использования, модернизировали стандартный жилет АВС, на который я, кстати, в прошлом году сделал очень подробный обзор. Так что, если вы вдруг не понимаете, про что речь и в чем фишки этой системы, смотрите по ссылке в подсказках. Обновленная версия называется AVS Mod 1 и представляет собой готовую оптимальную сборку. В комплекте сразу есть чехлы для плит форматом BAF, корсет, панель с подсумками на 4 магазина и 3-секционный камербанд. Обновленная версия совместима со всеми КАП и любыми модулями защиты от Ars Arma. Сам корсет стал более легким, обновилась система быстрого сброса, обновилась фиксация плиты для надежного удержания плит разного размера, а еще стропы теперь везде жаккардовые, а не крашеные, чтобы исключить вытирание краски. Кстати, Ars Arma — это, похоже, первая российская компания, которая урегулировала вопрос с правообладанием на камуфляж Atax FG. И теперь одежда и снаряжение от Ars Arma снова продаются в этой расцветке. Например, большой ассортимент снаряжения и одежды Ars Arma в расцветке Atax FG представлен в магазине Airsoft Store. Можете проверить. А еще с Тором приехала поставка от Anatactical. В наличии есть бюджетные боевые рубашки и штаны. В расцветках мох или Atax FG их, правда, нет, но зато есть большой размерный ряд в других расцветках. Например, в мультикаме. ICS уже во втором квартале этого года планирует выпустить свою версию ГББ-пистолета Hi-Capa Challenger. Новинка планируется в 2 вариантах – с пластиковым и алюминиевым затвором. Дизайн новинки всем своим видом говорит о том, что продукт ориентирован на спорт, Action Air и Speedsoft. Еще ICS решили не тянуть с дополнительными аксессуарами и прямо сейчас разрабатывают дополнительную рукоятку затвора с креплением прицела, увеличенную кнопку сброса и новый спусковой крючок. Кстати, про пистолеты. В магазин Airsoft Sport приехала поставка ГББ пистолетов от KG Works, а еще приехал грач от Raptor Airsoft и магазины к нему. Насколько я понимаю, многие ждали начала продаж этого пистолета в России. Кроме того, приехал различный обвес от LCT, в том числе реплики глушителей для АК с трассерным модулем. Перед сезоном спорты пополнили ассортимент шаров от AM Top. Есть даже трассера весом 0,32 грамма. Ну и приехал различный внутренний тюнинг, например, резинки от Maple Leaf или запчасти для гирбоксов от Gardner. Тетушка Цима не стоит на месте, и можно сказать, что с каждой своей новинкой буквально щелкает по носу более именитым производителям. В сети появилась информация о новой серии MP5 от Cima Platinum Edition. Линейка пока состоит из 2 моделей. Это полноразмерный MP5 в тактическом обвесе и укороченный MP5 Курс, также в тактическом обвесе. Фишки новой линейки — это высокое качество сборки и деталей, современный внешний обвес, а также обновленный гирбокс со скоростными шестернями и умной электроникой. Ace-Tech, похоже, переосмыслили весь опыт прошлых продуктов и выпустили новую трассерную насадку Brighter Sea.
По факту это прямой наследник мегапопулярного модуля на ствол Lighter S. Основная фишка новинки – это отсутствие кнопки включения подсветки. Подсветка трассеров включается автоматически, когда вы носите модуль, и отключается, когда модуль находится в статичном положении. Помимо этого, насадка полностью защищена от влаги по классу защиты IP64 и имеет вес всего 32 грамма. Внутри установлен съемный литий-полимерный аккумулятор, который можно зарядить от USB. А еще новый модуль можно использовать как вставку в антуражный глушитель. Других подробностей, например, как долго она будет работать, как ярко светит и сколько будет стоить, у меня, к сожалению, пока нет. 18 февраля в Японии стартуют продажи Next Generation AEG карабина M4 URG-1 от Tokyo Marui, оригинал которого сейчас используется в войсках США. Новый привод может похвастаться M-Lock цевьем МК-16, рукояткой взведения SCH от Geissele, прицельными КАЦ, пламегасителем Surefire и все, как я понимаю, лицензионное. Из плохих новостей заявленный ценник на наши деньги 50 тысяч рублей. В магазин «Легион», филиалы которого находятся в Новосибирске, Кемерово и Красноярске, приехала большая поставка из Японии. Например, приехали пистолеты от Tokyo Marui и магазины к ним. В наличии есть самые популярные модели, в том числе Хайкапа, признанная многими игроками лучшим ГББ пистолетом ever. ХК-45 в свое время себе я купил именно такой. И знаменитый бесшумный убийца МК-23 Саком, который не нуждается в представлении. Помимо этого пополнился ассортимент запчастей от Prometheus, шестерни, стволики, пружины, резинки и многое другое. Оформить заказ с доставкой по всей России можно на сайте магазина. Ссылка есть в описании. Компания «Система», известная как производитель приводов PTW, решила снова ворваться на рынок с весьма интересной новинкой. Это новый блок шестерней со спуском, электроникой и бесколлекторным мотором PTW Infinity. И как вы понимаете, этот блок подходит для приводов, построенных по архитектуре PTW. Да, мотор тут встроен прямо в блок, что исключает необходимость размещения его в рукоятке. А это значит, например, что мы можем поставить на свой страйкбольный привод рукоятку от настоящей арки. По заверению производителя, новый гирбокс может работать с ЦПГ с жесткими пружинами, позволяющими получить выхлоп до 150 метров в секунду. Блок PTW Infinity совместим со всеми старыми магазинами и ЦПГ для PTW от Система. Так что, возможно, это новая жизнь для старичков, у которых самые частые проблемы как раз таки были связаны с мотором и электроникой. Ценника на этот продукт я пока не знаю, но скорее всего будет недешево. Спецна Arms в 2021 году решили обновить самые успешные свои продукты. Во-первых, они прокачали серию приводов Edge. Теперь там будут стоять электроника Gate Aster, улучшенный спуск Unit Solar, хоп-ап сразу с плоской давилкой и обновленная система быстрой замены пружины. В каталоге Спецна Arms также появилась страйкбольная версия МК-18, причем лицензированная Daniel Defense. Обновление также получат линейки бюджетных приводов Core и линейка реплик ХК H-серия. В результате коллаборации Спецна Arms и Prometheus появились новые запчасти для гирбоксов. Такие запчасти будут в новых моделях от Спецна Arms, что, конечно же, очень круто. Несколько новостей для любителей газовых страйкбольных игрушек. Например, ВЕ выпустили новую линейку страйкбольных ГББР карабинов М4 серии с магазинами а-ля 9 мм, а также газовые магазины к ним. Называется линейка ВЕ М4 RIS PCC ГББ. Angry Gun обновили глушители для газовых МП9. Планируется 3 версии глушителей. Просто пустотелая имитация, версия с удлиненным внутренним стволиком, позволяющая поднять выхлоп, и версия с предустановленным трассерным модулем от Acetec. Бонусом линейки являются правильные маркировки и новый быстросъемный замок. Для владельцев М4 МВС от Tokyo Marui компания PTS Syndicate выпустили новый стальной переводчик режимов огня PTS Radian. Ценник почти 40 баксов. На этом я, пожалуй, закончу, а следующий выпуск новостей будет немного раньше, чем планировалось. Ну просто уже в пятницу мы улетаем на Страйкон, там будет много новинок, а значит будет много материала для нового выпуска новостей. Ну, вы меня поняли. А если вы будете на Страйконе, то увидимся.